Всем привет, меня зовут Егор Еремеев, и я с очередной порцией новостей в сфере международного образования. В этом выпуске вы узнаете, какие вузы принимают оплату кокосами и листьями, какие проекты делает немецкая машина, то есть Германия, за которой стыдно всей стране, и кому в России Америка разрешит получать визы. Индонезийский колледж туризма, находящийся на любимом нам всем Бали, начал принимать оплату у студентов кокосами, листьями и травой. Колледж, как и сам Бали, очень сильно пострадали от закрытия границ и отсутствия перелетов. Тем самым колледж потерял большое количество иностранных студентов. А для многих местных оплата обучения достаточно недешевое удовольствие. Сам же колледж является производителем биодобавок и косметики. Предприимчивое руководство колледжа прикинуло, что им может быть достаточно выгодно, если студенты будут платить за учебу не денежками, а так называемым урожаем. Что, друзья, неплохая идейка, на мой взгляд. Хотел бы я так где-нибудь в Краснодаре прийти в Кубанский государственный университет и оплатить учебу, скажем, ведром абрикос. А что? Пускай переработают абрикосы и сделают из него абрикосовый джем. Или арбузами. Пускай делают арбузный фреш в местных столовых. Говоря о предприимчивости в зарубежных вузах, советую посмотреть мои видео из университета штата Мэн, где в самом университете студенты производят оборудование для строительства облегченных мостов в высокогорье, строительства мобильных домов. А теперь прямиком в Великобританию. С 5 ноября в Великобритании начал действовать локдаун. Снова возвращаемся к сидению дома. Но сидеть дома будут не все. Школам, колледжам и университетам разрешили работать. То есть дети и студенты по-прежнему будут ходить в свои учебные классы, как и делали раньше. Ну а всем тем, кого сократили и кто будет вынужден сидеть дома без работы, государство будет выплачивать 80% от их зарплаты в течение последующих 3 месяцев, но не более 7500 фунтов. Ну а что? 7500 фунтов по нынешнему курсу это 750 тысяч рублей. Сидишь ты такой дома и получаешь по 250 тысяч рубликов ежемесячно. И не делаешь ничего. Да, и кстати, после завершения локдауна все компании, которые, скажем так, сократили своих сотрудников, могут вновь их принять обратно. Вот такие маленькие хитрости. Британское правительство объявило, что эти ограничения будут действовать ровно месяц, но после месяца они будут принимать новые решения. Студентам же посоветовали поменьше сейчас заниматься всякого рода гуляниями и путешествиями. Да, честно говоря, я и не знаю, как это делать, а побольше сконцентрироваться на учебе и находиться в районе своего учебного заведения. Хорошие новости пришли и из Америки. Ну, точнее, не из самой Америки, а из посольства Америки в Москве и Генерального консульства Америки в Екатеринбурге. В этих городах можно будет подать документы на продление виз. Но не всех типов виз, а именно типа F. Это у нас учебная виза. Если вам интересна возможность продления американской визы и более детальная консультация, как это сделать, все контакты необходимые будут указаны в описании к данному ролику. Или заходите на сайт www.smaps.ru в разделе «Контакты». Мы всегда привыкли представлять Германию как американскую машину. Тем не менее, не все так качественно, технично и роботизировано в Германии, как бы нам этого не хотелось. Когда бы я не вылетал из аэропорта Домодедово за последние 10 лет, там всегда будет хаос с движением, проблемы с внутренними парковками. Таксисты всегда будут пытаться найти место до шлагбаума, чтобы не заезжать внутрь и не платить лишнюю денежку. И там постоянно можно будет наблюдать вечную стройку. Другой интересный пример – это аэропорт Краснодара. Его строили в 30-х годах прошлого
столетия. Каким он был в 30-х годах прошлого столетия, таким он и остался. Сохранили в первозданном виде, так сказать. Ну и зачем, спросите вы меня, я рассказываю вам про российские аэропорта, когда выпуск у нас про заграницу. Проблемы с инфраструктурой бывают не только у нас. Берлинский Бранденбургский аэропорт строится уже последние 30 лет. И этот берлинский аэропорт многие за границей называют посмешищем. Китайцы и те вообще недоумевают, как в Германии не могут расширить аэропорт на каких-то там 2 полосы, когда они за 2 года мастерят мосты по 160 километров. Сами немцы уже создали огромное количество мемов, в которых они хотели пригласить того же Чака Норриса, который приедет и достроит аэропорт. Либо предлагали забросить его к чертям собачьим и выбрать новое место, где за несколько лет проще, быстрее и дешевле построить абсолютно новый аэропорт, чем реконструировать это. Берлинцы, казалось бы, не верили уже в открытие этого нового международного аэропорта, но именно сейчас, в разгар нелетной погоды, аэропорт все же открылся. Финальная стоимость объекта на момент открытия 6 миллиардов евро. Поэтому ждем открытия границ, покупаем билеты и едем смотреть аэропорт. Ну а если вам интересен немецкий язык или обучение в Германии в школах и вузах, ссылочки полезные я прикрепляю в описании к данному видео, поэтому заранее можете выбрать учебное заведение, посмотреть и спланировать поездку. На этом у меня пока все. Пишите в комментариях, о чем вам хотелось бы узнать в следующих выпусках, и мы обязательно обо всем этом расскажем. Если вы еще не подписались на наши YouTube каналы, а их у нас 2, обязательно подписывайтесь. SMAPS Education и мой второй канал о путешествиях Егор Еремеев. Также не забудьте про наш Instagram с полумиллионной аудиторией, где мы ежедневно выкладываем полезные посты об образовании и путешествиях. Пока! Ставим лайк, это помогает нашему каналу в развитии.